Я знаю, что в комментариях просят иногда показывать фон в Припяти. Вот здесь, как видите, нули. Это детский садик, недалеко от центра Припяти, в принципе, недалеко от 16-этажек. Думаю, что можно попробовать. Попробую придать немножко божеский вид данному месту. Турник. Так. Ну, я обязан был подтянуться и проверить его на работоспособность. Мы продолжаем наше исследование квартир. И вот вообще даже меня, блин, удивило это. Ну-ка, сейчас я вам покажу. Смотрите, какие обои. Видите, это все делалось вручную. Вот это вот вырезали. Вот эти обои. Я не знаю, честно говоря, где их брали. Но это вот прямо нечто. Вот эта вот полоса, лента вот эта вырезалась вручную, клеилась. И сверху они переходят, смотрите, вот в такие обои, которые приклеили отдельным таким вот как бы отдельной полосой горизонтальной. Вообще. Я в шоке. Очень круто. Люди, конечно, проявляли творчество во всем. Потому что, кстати, одна из причин этого, это обои было довольно трудно достать. Вот это эпик. Смотрите, какой диван. Целая стенка. Ну как целая, она совсем не целая, она прогнила и на полу лужа. Здесь вот растет мох, здесь очень жарко и очень парит. Вы посмотрите, какой потолок. Офигеть вообще. Просто зацените это. Это тоже все вручную люди сделали. Повырезали все вручную. Вот эти вот вензеля. Это все вырезано вручную и приклеено как бы на такой фон коричневый вот этот. И вот эти вот звездочки. Это тоже отдельные элементы, которые тоже клеились вручную. И лента вот эта, как бы вензеля, которые идут по периметру, тоже вырезались вручную, клеились вот на коричневый фон. Короче, это такая работа была проделана. Обалдеть можно. Мне кажется, здесь стоит открыть окно. Здесь очень жарко, очень парит и очень много грибка. Вот такой вот плесень. Открыл я окошко узкое, чтобы сюда особо и не заливало, в случае чего, хоть чтобы как-то это проветривалось. Потому что просто комната гниет вообще. Мебель гниет, пол гниет, все гниет. В этой же квартире, смотрите, стиральная машинка, белка. Стиральная машинка довольно редкое явление, если ну вот находишь. Как правило, их нет, это очень редкость. Диван. Здесь пусто. Однако на обои все равно следует обратить внимание и здесь. Смотрите, как подошли креативно. Очень красиво. Кстати, мне очень нравится. Смотри, какое решение цветовое. Вот он, да? По периметру контура. Вообще круто. Казалось бы, ничего особенного, такие обойки. Но они так вот сделали интересно, что прямо эстетично выглядит. Унитазный круг детский. Слушай, Лена, может зацепить? Не надо нам такой, смотри, индивидуальный. Можно на туалет ходить будет. На корточках срать как-то оно... Ноги затекают, честно говоря. Как белый человек. Его положил. Смотри. По-моему, очень даже. Что, я пошел выше тогда. Вы зацените, какая стенка. В то далекое советское время подобная стенка, это был просто
вообще вынос мозга. Раздобыть такую было крайне тяжело. Вот смотрите, какие дверцы. Я не помню, как называлась. Это не финская, это ГДР, по-моему. Или финская, но это очень тяжело было раздобыть. Чтобы достать такую стенку, надо было в очереди стоять, было бесполезно за такой мебелью. Короче, да. Я думаю, человек, который здесь жил, приложил массу усилий, чтобы получить подобную мебель. Это, как говорилось, знаете, вот по блату. Вот это именно тот случай, по блату. А вот какая кухня, смотрите. Какие стены. Плитка даже сохранилась местами. Конечно, тут полный трэш, но все же. Мне интересно, что это на полу. Не могу понять. Знаете, это такие, как это? Мы называли их в детстве висюльки. Звучит странно, но как бы такая проволока вместо дверей, короче, она висела вот. И нанизанные на нее такие разноцветные были из бамбука, такие как бы цилиндрики. Вот. И образовывалась такая, ну, как завеса межкомнатная. Кровать. Вот такие вот забавные изображения на туалете, точнее на ванной, вот на туалете. Ребятушки, зацените, какой офигенский балкон. Вообще, какой он четкий. Я бы, блин, здесь жил. Честное слово. Если бы он не был так близко к центру, смотрите, стол. Стол можно готовить. Все предусмотрено, как бы, да. Достаточно широкий. Достаточно широкий он. Вот такая вот. Вот такая вот. Я даже не знаю, как назвать. Ну, ниша с полками, короче. Там можно складывать вещи. Еще можно, ну, тоже что-то. Можно там готовить вообще. Короче, я, блин, очень рад такому балкону. Коля потерял свои очки. Блин, да, я потерял свои очки, и они упали с 9 этажа. Я сделал вот такое вот движение, отогнал мух. И, блин, вот так вот, короче, они упали. И упали вот в эту вот чащу. Вот в эти джунгли. И мне сейчас надо будет туда лезть и их там искать. И это очень мрачно, потому что вокруг нереальное количество комаров. Не поминайте лихом, братцы. Ура, товарищи! И они даже не побились, блин. Потому что упали на ветки, на листья. Фух, я, наверное, весь, да? Не, я смотрю, фокуса нет. Это да.